Я вяжу из трикотажной пряжи Бисквит. Характеристики моей пряжи: в 100 метрах 330 грамм. Толщина нити 7 миллиметров. Это 100% хлопок. Скидку на пряжу, а также ссылку на магазин производителя пряжи я оставляю для вас в описании под этим роликом. Итак, для вязания этого узора необходимо учитывать подачу нити в полотно, чтобы узор получался ровный, аккуратный и красивый. Узор вяжется рядами туда-обратно. Я создаю первую петлю, подтягиваю, фиксирую ее, и цепочку из воздушных. Для вязания узора мне необходимо четное количество петель плюс 1 подъемная. Я набираю 11 петель. Еще раз заостряю ваше внимание: подача нити всегда одинакова, и прямой и обратный ряд я вяжу. Нить у меня расположена на пальце, скруткой, швом вверх. Вязать я буду первый ряд задние перемычки. Обратите внимание, вот они. Вставляю крючок, подхватываю одну нить. Первая нить — это подъемная, ее я пропускаю. У меня остается 10 точек для провязывания. Первый столбик я провязываю в 3-ю перемычку на крючке. Первая подъемная, вторую пропускаю, вставляю крючок в 3-ю, провязываю обычный столбик без накида. Теперь мне нужно вернуться в ту петлю, которую я пропустила. Будьте внимательны, в первом ряду можно контролировать себя, на лице остается косичка, полностью кромочная коса набора остается на лице. Я подхватываю заднюю перемычку. Вытягиваю нить и провязываю столбик без накида. Я продолжаю вязать повторяющимися шагами, пропускаю одну точку для провязывания, вставляю крючок во вторую, провязываю столбик и возвращаюсь в пропущенную точку. Контролирую, чтобы кромочная коса начала ряда оставалась на лице. Точно так же провязываю столбик без накида. И так до конца ряда. Пропускаю, вставляю, возвращаюсь в пропущенную, контролирую подачу нити и натяжение. Все столбики провязаны с одним натяжением. 3 секции узора уже готовы. Продолжаю до конца ряда. Исходя из того, что у меня было 10 петель для провязывания, я получила 5 секций узора. В конце ряда я делаю петлю подъема, переворачиваю полотно, пропуская петлю подъема, точку провязывания, вставляю в 3-ю точку крючок за обе дужки кромочной косы. Подхватываю нить, провязываю столбик. Теперь возвращаюсь в пропущенную точку для провязывания и точно так же провязываю столбик без накида. Теперь здесь парными шагами в обратном направлении вяжу секции узора, одну за другой. Поправляю, проверяю натяжение нити до конца ряда. В конце ряда снова петля подъема, переворачиваю полотно и аналогичным образом вяжу новый ряд, вставляя крючок сначала на 1 шаг вперед, потом возвращаюсь в пропущенную точку для провязывания, вяжу обычные столбики без накида. В этом узоре важно следить также за кромочной косой, за ее размером, не растягивать ее излишне, чтобы по полотну не образовывалось лишних отверстий. Сами столбики вяжу достаточно объемно, вытягиваю,
а петлю кромочной косы, которая образует стежки по кромке, стараюсь фиксировать вот на крючке и сильно не растягивать. Закончился очередной ряд, петля подъема и в обратном направлении. Возвращаюсь в непровязанную точку и провязываю столбик без накида. Ряд за рядом. Хочу отметить, что очень хорошо смотрится узор как в горизонтали, то есть соответственно тем рядам, которые я вяжу, так и в вертикали образуется некий колосок. У меня заканчивается очередной ряд. Мой образец готов. Напоминаю, я набирала 10 петель начала вязания, и эти 10 петель эквивалентны 10 сантиметров. Также я провязала ровно 10 рядов, это порядка 14,5 сантиметров. Эти размеры вам помогут в расчете любого изделия. Хочется сказать, что я вяжу со средним натяжением нити, полотно получается достаточно плотным и отлично держит форму. Еще раз обращаю ваше внимание, узор прекрасно смотрится как в прямом виде, так и поперек вязания. Это прямой узор, очень красивый, аккуратный, с обоих сторон имеет одинаковый рисунок. Это поперечный вид. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!